Михаил Иванович уже застегивал бронежилет, готовясь к очередному дежурству, когда рация ожила неожиданным вызовом. Всем патрулям в районе речного моста поступила информация о бродячей собаке, мешающей пешеходам. И людям-то лишь бы жаловаться. Мысленно усмехнулся он, но вслух спокойно ответил: «Принял. Выезжаем». За долгие годы службы Михаил Иванович повидал немало, от котов, падающих с балконов, до диких животных, случайно забредавших в город. Обычное дело – выгнать бродячую собаку. Однако что-то в голосе диспетчера заставило его насторожиться. Патрульная машина подъехала к мосту. Напарник, молодой сержант Дима, уже собирался схватить электрошокер, но Михаил Иванович положил ему руку на плечо. «Подожди, сначала разберемся». Утро выдалось серым и сырым. В этой молочной мгле очертания собаки выглядели почти призрачными. Худая немецкая овчарка сидела у самых перил, не двигаясь, словно высматривала что-то в холодных водах реки. При их приближении собака даже не шевельнулась, лишь уши чуть дрогнули, отмечая их присутствие. «Хороша», — тихо выдохнул Дима. Явно была домашней. «Вон, ошейник есть». Михаил Иванович шагнул ближе. Овчарка повернула голову, и он замер. Столько боли было в ее темных глазах, что сердце жалось. «Девочка, ты чего тут?» — мягко спросил он. Вокруг собрались зеваки. Из толпы вышла пожилая женщина в цветастом платке. «Я эту собаку знаю. Видела ее здесь. Она каждый день приходит, садится вот так и не уходит до самого вечера. А с наступлением темноты исчезает. Уже неделю. Раньше ее здесь не было», — уточнил Михаил Иванович, доставая блокнот. «Нет, что вы», — покачала головой старушка. «Я тут часто гуляю, всех местных собак знаю. А это появилось недавно, как раз после той трагедии». «Какой трагедии?» Михаил Иванович насторожился. «Миш», — вдруг глухо произнес Дима, — «помните, на прошлой неделе?» Тут же мужчина утонул. Он замер. Конечно, как он мог забыть? Одинокий пенсионер, живший неподалеку, рыбачил, когда ему стало плохо с сердцем. Спасти не успели. «Подождите-ка», Михаил Иванович медленно подошел к собаке. На старом кожаном ошейнике блестел металлический медальон. Он перевернул его и прочитал гравировку «Мила». Память услужливо подсунула детали из отчета. В квартире обнаружена собака породы немецкая овчарка. Закрыв глаза, Михаил Иванович вспомнил тот вечер. Вызов поступил от соседей. В квартире свет горел 2 дня, но на стук никто не отвечал. Когда взломали дверь, в прихожей их встретила овчарка. Спокойная, но явно настороженная. А затем начались поиски хозяина. «Товарищ майор», голос Димы вернул его в реальность. «Вы чего побледнели? Это собака того самого Игоря Петровича», произнес он. «Она его ждет». Повисла тишина. Мила снова села у перил, не отрывая взгляда от воды. Ее преданность была почти осязаемой. Михаил Иванович сглотнул подступивший ком в горле. «Боже мой!» — ахнула женщина в платке. Так она все это время ждет его возвращения. «Похоже, что так», — кивнул он. «А мы гадали, куда она пропала». Все знали Игоря Петровича, бывшего учителя математики, доброго и тихого человека. После смерти жены он жил один, всю свою любовь отдавая собаке. Они были неразлучны. 3 раза в день выходили гулять, разговаривали, как старые друзья. «Что с ней делать теперь?» — растерянно спросил Дима. «В приют». Словно поняв, о чем идет речь, Мила пригнула уши и тихо заскулила. «Нет», — Михаил Иванович задумчиво потер подбородок. «Тут надо подумать». Толпа загудела, обсуждая дальнейшую судьбу собаки. Кто-то сокрушался, что взял бы, да обстоятельства не позволяют. Полицейский вспомнил своего пса, старого дворнягу Шарика, который прожил с их семьей 15 лет. После его смерти Михаил Иванович сказал: «Все, больше никаких собак». Но сейчас
Дим, он кивнул напарнику. Дай в центр знать, что мы тут задержимся. Личное дело появилось. Весь день они провели на мосту. Михаил Иванович сидел рядом с Милой, рассказывал ей истории, угощал котлетами, принесенными добрыми людьми. К вечеру собака осмелела и позволила себя погладить. Когда солнце скрылось за горизонтом, он мягко сказал: «Знаешь, девочка, твой хозяин не хотел бы, чтобы ты мучилась. Пойдем со мной, а сюда будем приходить, когда захочешь». Мила посмотрела ему в глаза, словно обдумывая предложение. Поздно вечером служебная машина остановилась у дома Михаила Ивановича. В руках Дима нес новый поводок и миску, купленные в зоомагазине. «Пап, ты где был?» Сын выскочил в прихожую и застыл, увидев овчарку. «Ничего себе! Миша!» — встревоженный голос жены. «Это кто? Ань, помнишь, я рассказывал про тот случай на мосту?» Она все поняла без слов. Посмотрела на собаку, потом на мужа и улыбнулась. «Как ее зовут?» «Мила». Красивое имя. Она присела перед овчаркой. «Ну что, Мила, добро пожаловать домой. Прошло 3 месяца». Теперь Мила часто приходила на мост, но уже не одна, а с новым хозяином. Садилась у перил, смотрела на реку, но тоска в ее взгляде постепенно угасала. Местные, проходя мимо, иногда привязывали ленточки к перилам, в память о человеке, чья любовь оказалась настолько крепка, что даже после смерти продолжала жить в верности его собаке. А Михаил Иванович теперь точно знал, когда закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Говорят, что собаки не умеют плакать. Возможно, это правда. Но они умеют любить искренне, преданно, без оглядки. Так, как порой не умеем даже мы, люди.